Рыбы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на сентябрь 2023 года. Посмотрим, проанализируем, запланируем, сделаем все для того, чтобы вы этот месяц прожили максимально продуктивно и плодотворно. Если у вас по какой-то причине не резонируют расклады по Солнцу, смотрите по асценденту. Как его рассчитать? Ссылку на это видео я оставлю в первом закрепленном мною комментарии под данным раскладом. Но мы с вами приступаем. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы? Что ждет по финансам? Вопросы здоровья, личной жизни и рекомендации от карт. Так, сейчас пододвину вам арканы, чтобы все хорошо было видно. Итак, общая энергия месяца. У вас здесь ложится аркан справедливость, либо другими словами, что посеешь, что и пожнешь. Потому что это карта баланса. Не зря здесь изображены весы. То есть все в жизни взаимозаменяемо, дополняемо, и все должно быть в балансе. Как можно сказать, акцент этого месяца может быть много юридических или правовых вопросов. Будут ситуации, связанные с восстановлением документов или подачей на документы, получение вида на жительство, у кого-то ПМЖ, для кого-то получение лицензии, опять же, сдача экзаменов, прохождение конкурсной основы. То есть, допустим, вы принимаете участие в каких-то соревнованиях или вступаете в вуз, потому что справедливость – это суждение, як то у нас кажуть, без упередження. То есть здесь, знаете, как это должна быть объективная оценка, а не субъективная. То есть вас могут оценивать, к вам так могут относиться, ну и, конечно же, вы можете так относиться к кому-то. Посмотрим, в какой нише для вас в большей степени отыграется данный аркан. Так, у вас здесь ложится аркан сила. Все-таки это вопросы, которые вы можете решать с госструктурами в рамках правового поля. Это привлечение представителей органов власти для решения каких-то моментов. Ну, допустим, вдруг там у вас соседи буянят, да, и вы хотите на них подать в суд. Или кто-то там вам повредил ваше имущество. Может быть, там случилось ДТП, и вы будете в правовом порядке пробовать здесь получить компенсацию. То есть у каждого здесь это будет по-своему. Для кого-то по этим картам, ну, если у вас все к этому шло, и это вопросы бракоразводного процесса, то процесс, который будет сложным, тяжелым, затяжным, но вам нужно будет приложить максимум усилий для того, чтобы отстоять свои права. Если смотреть вопросы работы, бизнеса и карьеры, здесь ложится шестерка чаш. Аркан, который показывает на ситуацию погружения в прошлое. То есть здесь могут восстанавливаться контакты с бывшими коллегами, с бывшими работодателями, руководителями. Кто-то здесь может погружаться или уходить в ту сферу, где вы работали ранее. То есть у каждого здесь отыграется эта карта по-своему, но мы посмотрим, чем же она будет созвучна для вас. Итак, для тех, кто у нас сейчас не работает и не может работать по ряду причин. Шестерка чаш и рыцарь жезлов – это попытки, как я говорю, наново войти в одну реку дважды. То есть это здесь вы можете заниматься тем делом, которым занимались ранее. В частности, если мы посмотрим, поскольку дно колоды десятка чаш, это досматривать детей, это вопросы няней, сиделок, гувернанток, репетиторов. То есть все, что либо напрямую или косвенно связано, может быть, с детьми. Если это вообще не ваша тема, не ваша ниша, это может быть вернуться в ту деятельность, которой занимались ранее, но больше как хобби, то есть не с целью монетизации, знаете, как отдушина. Ну и помимо всего прочего, шестерка чаш и рыцарь жезлов – это карта, которая указывает, что здесь может идти финансовая поддержка со стороны близких, финансовые переводы, поэтому ощущать вы себя здесь будете стабильно. Если просматривать ситуацию для тех, кто у нас в статусе соискателя, что же здесь для вас? По десятке мечей, как показывает аркан. Здесь кардинальная смена направления. Почему? Потому что искали в одной нише, отказались от этой затеи. И может быть желание вернуться наново, да,
на прошлое предприятие, на прошлую работу или в прошлую какую-то прежнюю нишу. Почему? Потому что вы объективно оцените все за и против и поймете, что, скорее всего, там были максимально комфортные условия труда. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемным персоналом, то по пятерке пентаклей. Это может быть с вами официальный расчет. У кого-то это по выходу на пенсию, по выслуге лет, да? У кого-то, если смотреть по этим картам, это объективное оценивание ситуации, и вы можете уйти по собственному желанию. Ну а для кого-то может быть такой момент, что здесь грядет период сокращения. Сейчас даже дотяну и узнаю. Здесь все-таки в большей степени по Солнцу, так как по своему желанию, потому что найти альтернативу, найти баланс, то есть то, что вас в большей степени будет устраивать. Если смотреть ситуацию для тех, кто владеет собственным делом, по аркану Жрец. Здесь могут идти какие-то проверки, хоть плановые, хоть внеплановые, но пройти их достойно, потому что по Жрецу, во-первых, все традиционно, все по ГОСТам, по нормам, по букве закона. Ну и не без того, конечно же, эта карта говорит о влиятельных знакомых, которых могут находиться в органах власти. И, по сути, прикроют у вас в этой ситуации. Еще здесь это может быть как новый подход к тестированию и оцениванию ваших сотрудников и качеству вашей работы. Это вы можете делать самостоятельно для своей компании, для того, чтобы вывести ее на новый уровень продаж. Если оценивать ситуацию по финансам, аркан умеренность. Здесь как активный приток, так и активный отток. Почему? Все в балансе. Ваши доходы соответствуют вашим расходам. Поскольку здесь падает старший аркан, то все-таки здесь идет акцент о том, что ресурса вам на все будет хватать, и вы будете довольны здесь по ситуации. Поэтому все запланированное вами в сентябре месяце с финансовой точки зрения, оно здесь будет успешным. Вопросы здоровья. У вас здесь ложится четверка жезлов. С одной стороны, вроде бы хорошая карта, которая говорит о стабильности, о комфорте, о прекрасном эмоциональном, ментальном и физическом самочувствии. Но есть одно очень большое но. Если вы знаете, что с периодом смены сезонов у вас хромает иммунитет, начинайте его уже укреплять. Почему? Потому что четверка жезлов – это акцент на иммунитет, на укрепление структуры вашего организма. Ну и помимо всего прочего, это вопрос опорно-двигательного аппарата. Особенно у кого слабый мышечный корсет, есть проблемы со связками, сухожилиями, то есть нужно этим вопросом будет вплотную заняться. Смотрим вопросы личной жизни. А вот здесь шестерка мечей, аркан перемен. Никакого перемена, плана эти будут перемены, сейчас будем оценивать. Для тех, кто на данном этапе у нас с вами свободен. Что же здесь? По колесу фортуны судьбоносная ситуация. Тем более одну колоду у вас здесь ложится аркан дурак. Новое знакомство. Для кого-то в дороге, для кого-то через интернет, потому что это карта дистанции. Поэтому ждите. Здесь, знаете, как... Что ждали, то и получили. Тут действительно выдастся возможность или шанс наладить свою личную жизнь и исправить эту ситуацию. Выйти из статуса холостяка или холостячки. Для тех же, кто у нас в любовных треугольниках. У вас по королеве чаш, но вы здесь собственной персоной, могу сказать, правите балом. В частности, здесь в большей степени ситуация отыграется для женщин, потому что свободно будете лавировать между несколькими очагами, да, то есть между партнерами. Для мужчины это может быть желание сравнить и сопоставить и уйти к женщине водной стихии или в целом уйти к любовнице, потому что карты это показывают, и дают такую информацию. Если рассматривать ситуацию для тех, кто у нас находится в стабильных союзах, то все ровно, все стабильно, все спокойно. И здесь единственное, что шестерка мечей, девятка чаш, это может быть желание отправиться на совместный отдых, путешествие, отпуск. То есть восстановить свои силы, укрепить отношения, порадоваться, наполниться эмоционально, восстановиться и ментально, и эмоционально, и физически. То есть получить какую-то радость. Плюс это благоприятно скажется на ваших отношениях. Если мы с вами посмотрим рекомендации, у вас здесь ложится паш чаш. Аркан, который показывает по ситуации, и вам рекомендует это быть наполненными оптимизмом, радостью, сконцентрированными на позитиве, впитывать в себя новые энергии, радоваться каждой мелочи, каждой детали, каждому дню, то есть ловить радость в мелочах. И благодаря этому ваша жизнь будет наполняться и насыщаться новыми красками. Конечно же, это также акцент на взаимодействие с детьми, внуками, на творческие процессы, потому что, как показывают арканы,
вам очень не хватает именно этой эмоциональной составляющей. Она позволяет вам жить, творить, любить и двигаться дальше. Посмотрим на неожиданность периода, что у вас здесь, какова ситуация. Дерево, плетки, дом. И здесь падает аркан ребенок. Итак, в первую очередь здесь будут вопросы, связанные с обновлением вашего организма, потому что если по состоянию здоровья, то стабилизировать текущее положение вещей, решить проблемы, связанные с психосоматикой, потому что плетки это всегда стресс, это нервы, это невроз, который сказывается на всем вашем организме. То есть как обновить свой организм, запустить какие-то регенеративные процессы. Особенно если у кого-то уже на фоне невроза нервный тик или есть какие-то судороги, спазмы, то есть заняться этим вопросом. То есть в первую очередь здесь акцент на здоровье. Ну и второй момент, если мы будем смотреть, это решить какие-то спорные моменты, связанные с соседями, устранить конфликты, какие-то для вас не совсем приятные ситуации. Кстати, это может быть также с коммунальными службами, которые занимаются обслуживанием вашего дома. То есть для кого-то перезаключить контракты. То есть если у вас есть такая возможность, то есть это, знаете, как выбрать для себя новую обслуживающую компанию, которая будет качественно предоставлять эти услуги. Поэтому вот такой вот месяц легкий, продуктивный, комфортный. И закроем мы вам соответственно, чтобы все для вас шло со знаком плюс. Были силы, были возможности, были ресурсы, и все получалось так, как вы именно того и хотите. И закроем вам колоду соответственно. Буду ждать от вас обратной связи, как для вас отыграется данный расклад, эта информация, резонирует ли она с вами. Поэтому не забывайте про энергообмен. Я вас всегда благодарю за ваши лайки, комментарии, за ваши донаты, за ваши подписки. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, и вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь к лучшему.